Последний раз и все. Хватит. Ну что в этом такого плохого? Я же не какой-то маньяк или чудак. Тем более так много всего навалилось. Этот стресс. Да и девушек нормальных нет. Всего один раз, и я вернусь в строй. И все будет хорошо. Правда же? Или нет? Если вы нажали на это видео, то эта тема как-то вас затрагивает. Возможно, вы чувствуете неудобство при виде такого заголовка, однако я здесь не для того, чтобы вас пристыдить, а для того, чтобы понять, куда же мы движемся, выбирая сторону тьмы. Давайте разбираться, почему каждый раз, когда мы делаем это дело, появляется смешанное чувство, и почему так сложно воздерживаться. Нашим примером будет Эйкити Онидзука из аниме «Крутой учитель Онидзука». Не поймите меня неправильно. Аниме не связано с воздержанием, однако его страсть и озабоченность сыграет хорошим примером. Дело в том, что Эйкити Онидзуке 22 года. Он холост, молод и полон сил, а также он мечтает жениться на какой-нибудь молоденькой красавице и жить в клубнике. С первых секунд нам дают понять, что Эйкити не прочь посмотреть девушкам под юбки. Однако при такой извращенной фантазии у него весьма солидная должность. Это учитель. Придя на практику, ему дают класс, где есть симпатичная девочка. Это то, что манит нашего главного героя. Однако ученики, пользуясь его слабостью, выманивают Эйкити с помощью соблазнения. Несмотря на то, что Онидзука ведется на такой трюк, он понимает, что ему нужно немного держать себя в узде. Такое повторяется еще не один раз, но он начинает постепенно раскрывать себя как мужчина. Как это происходит? Во-первых, несмотря на большой соблазн и свою озабоченность, Эйкити ставит принципы на первое место. Хоть он и не силен в своем предмете, он учит своих учеников настоящим урокам жизни. На первый взгляд может показаться, что Онидзука совсем не похож на учителя. Крашеные волосы, серьги в ушах, бывший командир банды, вспыльчивый, боевой и к тому же озабоченный. При разговоре с девушками краснеет как мальчик, фантазирует и чувствует тягу к противоположному полу. Если вам это кажется странным, то на самом деле это обычная реакция. Парни перестают ощущать такие чувства из-за перенасыщения. Как бы странно ни звучало, но из-за влияния фильмов для взрослых, из-за всего разнообразия, обычные разговоры с девушками и фантазии о дружбе становятся скучными. В реальности ваш мозг посылал бы те же сигналы, что и Онидзуке, если бы вы не смотрели фильмы для взрослых. Видеть обнаженное тело, разные фигуры, позы и даже фетишные видео становятся в порядке вещей. Мы сами не замечаем, как мозг начинает привыкать к такому и адаптироваться к большему потреблению контента. Вспомните первый раз, когда вы смотрели пикантное видео. Вас торкало от самого взгляда на голое тело. Когда сейчас, если вы смотрите видео для взрослых, то ищите среди тысяч видео одно, которое максимально много доставит удовольствия. Это кажется вам нормальным? Дело уже не в том, что вы становитесь более критичными. Ваш мозг просит большего, чтобы удовлетворить вас. Может посмотреть что-то новое, что-то необычное, и с каждым разом ваш уровень насыщения растет. Возможно, когда-нибудь вы поймаете себя на том, что смотрите совсем аморальные видео. Но не пугайтесь, это не вы такой извращенный. Это ваш мозг хочет что-то свежее, чтобы не терять интерес к такому. Однако ваш мозг – это и есть то, что управляет вами. Почему сейчас так много видео о влиянии взрослых фильмов на человека? Почему все говорят о дофамине, как будто каждый блогер – это какой-то магистр наук? Потому что дофамин отвечает за уровень удовлетворенности. Простыми словами, съев одну карамельку сейчас, вам захочется завтра большего. А с легким доступом к сладостям и огромным ассортиментом вы можете каждый раз находить все лучше и лучше. После карамелька, которую вы пробовали в начале, больше не принесет того удовольствия. Или нет. К счастью, это можно сделать. Конечно, последствия все равно останутся. Местами вы будете вспоминать те самые ужасные видео, однако привести уровень дофамина в норму вполне возможно. Для этого нужно постепенно уменьшать дозу. Это крайне важно, чтобы вы плавно сбавляли обороты. Ведь бросив сразу, ваш организм прочувствует огромный стресс. В последующем появится колка и желание вернуть все обратно. В результате вы скажете себе последний раз, и все начнется заново. Но не пугайтесь. Мне кажется, каждый человек проходит через данный этап. Даже постепенно снижая частоту просмотра таких видео, мы все равно не чувствуем себя победителями, поскольку в битве против такого монстра проигрывать придется много раз. И будьте к этому готовы. Нет волшебной таблетки, которая вернет вас в норму.
поскольку сам интернет, видео на ютубе, в инстаграме, в тиктоке направлены на развращение людей. Почему же многие так делают? Потому что, управляя похотью, они завлекают вас на свои страницы, чтобы вы больше времени проводили там. Некоторые попусту не могут ничего предложить, кроме как показать свои прелести, чтобы собрать какую-то аудиторию. Если выпуск моих видео занимает много времени, при этом результат незначителен, то, выкладывая такие видео, канал может вырасти очень быстро. Также не удивляйтесь, что в рекомендациях у вас часто всплывают видео с развращенным названием и превью. YouTube, TikTok, Instagram предлагает вам то, что вы любите потреблять. Нажимая на такие видео, вы поднимаете число просмотров и наивно полагаете, что вас просто заинтересовало содержание видео. Нет. Вас заинтересовало название и сочное превью, ведь соблазн повсюду. Посмотрите на рекламы, на спорт, на превью видео, на постеры фильмов. Все делается с одной четкой целью – вас заманить. Какой еще пляжный волейбол? Даже если мне будет невероятно скучно, я лучше посмотрю 3-й сезон Берсерка со слезами на глазах, чем буду смотреть на этих… Постойте-ка. В принципе, хорошая игра. Игроки такие подтянутые, и съемка оператора на высшем уровне. Все-таки залипну. Поэтому, чтобы меньше думать об этом и хотеть посмотреть видео для взрослых, освободив своего кракена, то нужно убирать триггеры. Не только меньше смотреть такого контента, но и делать доступ к таким вещам труднодоступным. Постарайтесь сделать так, чтобы было меньше вероятности того, что вы сорветесь. Для этого уничтожайте любые поводы для соблазнов. Так будет намного проще бороться с этой зависимостью. Зависимость. Громко сказано, скажете вы. Но, к сожалению, это правда. Каждый раз, когда вы смотрите такие видео, душите своего удава, то вы создаете рутину. Возможно, это кажется не таким существенным. Предположим, вы делаете это редко. Однако все повторяющиеся действия формируют вашу привычку. Это может начинаться с просмотра видео с девушками в бикини. Тем самым появляется структура этой привычки. При этом каждый раз, когда вы будете натыкаться на какое-то вызывающее фото или видео, то это будет стимулировать мозг и припоминать все приятные ощущения, тот трепет, который вы испытываете, предвкушая наслаждение. Когда я решил перестать есть конфеты, то это было то еще проблемой. Но, к счастью, я понял, что нужно чем-то заменить сладости. Если я не могу избавиться от желания что-нибудь перекусить, то нужно заменить на что-то более полезное. Так я полюбил фрукты. Заменив конфеты на фрукты, я избавился от привычки есть конфеты. Поэтому найди альтернативу. Это может быть спорт, просмотр того же аниме, чтение книг, прослушивание подкастов и всего того, что ты навряд ли будешь делать. Однако постарайся найти замену. Ведь тот же самый Онидзука начал понимать, откуда растут корни своей озабоченности. Когда его ученица пришла к нему в квартиру, то на заднем плане он начал готовиться к ритуалу. Однако, подумав хорошенько, он поймал себя на мысли, что это все неправильно. Все, что он нафантазировал, намечтал себе, начало потихоньку сказываться на его восприятии. Если вы будете думать о работе, будете погружены в процесс, то какое-то обнаженное тело вряд ли сможет вас сбить с толку. Ведь ваши мысли будут только о работе. Так же происходит и здесь. Когда вы фантазируете, думаете об этом часто, то вы неподсознательно повышаете к этому интерес. Посреди накаленного момента вам вряд ли придет в голову задушить удава, так как ваш мозг будет сосредоточен на другом. Поэтому выясняется, что корень всех этих проблем являются ваши мысли. Перед тем, как делать это, в вашу голову закрадывается мысль, только потом всплывают картинки, прилив крови и теплые ощущения удовольствия. Знакомо ведь, правда? По этой причине нам нужно держать мысли в узде. Начинаешь думать об этом, постарайся занять свои мысли чем-то другим, и немаловажно понять суть этой борьбы. Потому что если не разобраться в этом вопросе, для чего все эти жертвы, почему я должен воздерживаться, может, это без толку, я ведь получаю удовольствие, я не хочу себя мучить. Подумай хорошенько. Перенасыщая свой уровень удовольствия, подпитывая свою похоть, вы просто-напросто получаете готовое наслаждение, после которого вы вряд ли захотите сворачивать горы. Зачем? Мне уже и так хорошо. Всего лишь 2 клика, и я на 7-м небе от счастья. А как же твое будущее? Твои желанные мечты? Ты хочешь оставить все как есть? Или хочешь стать лучшей версией себя? Что за нелепая идея о лучшей версии, скажешь ты? Но признайся честно, что всегда мечтал быть намного сильнее,
намного умнее, влиятельнее. Так вот, каждый раз, когда тебя будут посещать развратные мысли, чтобы подушить удава, то подумай о себе, о том человеке, которым хотел бы стать. Ведь все мы хотели бы быть как Онидзука, чтобы иметь большую смелость сказать «нет, хватит», когда это так нужно.